Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 8 мая, понедельник, выпуск промежуточный. Несмотря на то, что у многих сегодня выходной, мы проводим выпуск. Давайте с вами обсудим те немногие темы, которые появились за сегодня, но очень важные. Ну, давайте начнем с того, что президент России Владимир Путин путем неимоверных уговоров все-таки пригласил и получил положительный ответ на парад Победы лидеров нескольких стран. Это, конечно, бывшие республики Советского Союза, в основном Средняя Азия и Республика Беларусь, плюс Армения. Что именно, многие задаются вопросом, позволило президенту России получить свое? Ну, надо опять-таки отметить, что отличился в этом смысле Китай. Китай действительно провел переговоры через свои посольства в странах, которые лидеров которых Владимир Путин пожелал видеть у себя на параде. И для Китая все-таки важно, чтобы Владимир Путин, которого они, если не поддерживают напрямую, то косвенно относятся, ну, что называется, да, они официально не над схваткой, но косвенно надо понимать, что все-таки симпатии Китая на стороне Владимира Путина. Симпатии ни к чему не ведут, скажу сразу, но имиджевая потеря Кремля, когда двойник Владимира Путина стоит вместе с президентом Киргизии и печально принимает парад, конечно, зрелище было бы удручающе. Для всего мира было бы показательно подобное мероприятие, как парад практически в одиночестве. Но вот уговорил Китай. Китай, и, конечно, пообещал лидерам этих стран свою поддержку и опору. Это немаловажно. Надо понимать, что этот парад проводится на костях АДКБ. И Пашинян, и Токаев собираются в этом году выйти из АДКБ. Путин об этом прекрасно знает. Получили ли президент Казахстана и лидер Армении Пашинян, получили ли они от Китая уверения и, что называется, гарантии безопасности в случае выхода из АДКБ, я на 100% не знаю, но в этом практически уверен. Уверен, потому что у меня есть некоторые сведения, но гарантировать то, что произошло именно так, я, к сожалению, на сегодняшний день не могу. Есть сведения, которые говорят именно об этом, что Китай уговорил Токаева и Пашиняна именно в том плане, что, пожалуйста, отметьтесь, пожалуйста, в Москве на параде. Очень вежливо, очень мило просили. И тогда при выходе из АДКБ мы отстоим ваши интересы. Надо понимать, что выход из АДКБ, скорее всего, состоится после поражения на поле боя России и будет уже финальной точкой в нынешнем фиаско российского руководства на мировой арене. Пока, еще раз подчеркиваю, пока не состоялось украинское контрнаступление, пока еще не ясны позиции нынешнего российского руководства в самой России, все-таки Китай заинтересован в поддержании режима. Я объясню почему. Ну, во-первых, все без исключения контракты, абсолютно невыгодные России, но невероятно выгодные Китаю, конечно, подписаны с нынешним российским руководством. Китаю очень выгодно слабое российское руководство, но которое коррумпировано и которое держит Россию, ну, я имею в виду внутри общества, в ежовых рукавицах. Они прекрасно понимают, что путинский режим на грани катастрофы, но будут пытаться всеми силами его удержать. Более того, они будут пытаться всеми силами, даже после Путина, удержать то правительство, которое будет благосклонно Китаю, которое будет поддерживать все, без исключения, договора
все без исключения договоренности, которые были подписаны, которые обсуждались, и было дано слово президента России на выполнение тех или иных соглашений. Посмотрим, как будет. Я, конечно, уверен в совершенно другом итоге нынешнего режима, но вот Китай заинтересован именно в этом. И поддержка такая косвенная, но поддержка режима от Китая здесь несомненна. Поддержка, конечно, Путина и путинского режима. Что получают, мы знаем, да, что практически все главы государств, ну, как минимум среднеазиатских, посетят Китай сразу после России. Там они получат щедрые обещания и отличные условия дальнейшей торговли с Китаем. У меня в этом нет никаких абсолютно сомнений. Средняя Азия постепенно переходит под влияние Китая, под тотальное влияние Китая. Здесь, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, это гарантирует безопасность относительно России, с другой стороны, там еще поди разберись, что лучше, зло, что хуже. Надо понимать, что после того, как Россия перейдет в демократическому пути развития, риски для среднеазиатских республик, для Армении, для Республики Беларусь существенно снизятся. Существенно. Я имею в виду риски, конечно, разжигания конфликтов на территории этих государств и обеспечения безопасности. Да, есть определенные вещи, которые будут необходимо поддерживать с помощью третьих стран. Я имею в виду тот же мир между Киргизстаном и Таджикистаном, те же неурядицы между Узбекистаном и Казахстаном, там целая сеть напряженностей. Но опять-таки, надо понимать, что сильная Россия, которая идет по демократическому пути развития, может обеспечить справедливый, еще раз подчеркиваю, справедливый мир и в этих странах. Торопиться, бежать под крыло Китая, ну, это, на мой взгляд, глупость. И находиться под крылом президента России Владимира Путина еще большая глупость. Посмотрим, чем все обернется. Но еще раз повторяю, это последний парад для Путина, этот парад на костях АДКБ. Помяните мое слово, бывает вам напоминаю о том, да, что мои прогнозы надо запомнить в той или иной степени. Это бывает нечасто. Я крайне не люблю прогнозы, хотя мои прогнозы основаны на той информации, которой я обладаю, а это уже немало, но все-таки прогнозы дело неблагодарное. Так вот, это то, что не зависит от нынешнего российского руководства, и то, вернее, к чему все идет. Так, мы с вами обсудили главную тему на сегодня. Да, стоит опять-таки отметить, что завтра Путин, конечно, должен будет появиться сам. Я имею в виду лично. Все мероприятия будут по времени скомканы. Все, конечно, зависит от того, насколько хорошо он будет себя чувствовать. Я имею в виду президент России Владимир Путин. Состояние его здоровья шаткое. Не уверенно он себя ведет когда предстоит большие по таймингу мероприятия. Ну вот, надо понимать, что завтра планируется вся почетная часть парада, это где-то в районе 40 минут. Если будет себя чувствовать лучше, если у него будет душевный подъем и неплохое самочувствие, возможно будет подольше. Но я думаю, что будет скорее пытаться перенести для личного общения, еще оставить силы и здоровье президент России. Более смело, конечно, будет он выступать во время чествования парада, но надо понимать, что он прикрывается. Он, конечно, прикрывается, никто не посмеет бомбить, что называется, даже беспилотными летательными аппаратами президента России, когда возле него сидят столь высокие гости. Понятно, что эксцессов, скорее всего, не будет, и на это очень рассчитывает президент России Владимир Путин. Фактически это те самые заложники. Помните, как он говорил еще в 2014 году, что будут прикрываться женщинами и детьми, что, по его мнению, российские войска должны выставить впереди себя украинских женщин и детей, прикрываясь ими, и наступать. Это фашистская тактика. Вспомните эти его слова. Они есть в YouTube, они сохранились.
Так точно он будет прикрываться и нынешними своими друзьями, которые решили, ну, друзьями, конечно, в кавычках, которые все-таки, которые решились под давлением Китая посетить Москву. На этом, наверное, давайте все. Остальное оставим на завтра. Завтра будет парад, и завтра будет что обсудить. Хочу вам напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Поддерживайте нас. Мы подошли к критической точке. Критической, еще раз подчеркиваю. Очень скоро наступят времена перемен. Мы к этому шли очень давно. Я об этом вам уже говорил много раз и не устану повторять, потому что это действительно критический момент. Поддерживайте нас. Нам это необходимо. Нам нужна материальная помощь. Наши криптовалютные кошельки есть в описании к этому ролику. И хочу вам напомнить, что есть подписка на наш Patreon, где я отвечаю на все поставленные вами вопросы. Большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. До свидания.